разные типы планов, принципиально M и P. Логика такая же самая, как и в смартшите. То есть у нас существует два вида планов. Это планы M, планы P, которых можно видеть, нажав на Plans и View Plans. И здесь вот видны все планы, к которым вы подключены. В моем случае я вижу тоже и R&D, и некоторые другие планы, но у вас точно будет этот M-маркетинг, где вы видите личные планы коллег с маркетинга, и P – это все наши проектовые планы. Разница такая, что P – это проектные, у которых есть там какая-нибудь окончательная фаза или, например, противодействие конкурентной продукции, проект рекламы и продвижения и так далее и тому подобное. M – это наши месячные планы, личные планы или, как сейчас их называют, планы подразделений. Как видите, у нас всех есть личные планы уже созданы, кроме дизайнеров. Там все планы дизайнеров в одном, и планы онлайн-маркетинг. Там, где наша команда онлайн-маркетинга с Лауриносом впереди, и служба поддержки. Это Женя Матусевич, пока он там один, но надеемся, что пополнится эта команда тоже. А все другие у нас есть личные планы. Если мы, как я раньше уже рассказывал, в отдельных планах мы будем видеть все задачи для всех в том именно плане, там, например, Axion XM. Я сейчас не буду показывать, потому что они пустые. А в M-планах это все задачи для конкретного человека. Например, если посмотреть, опять же, мой личный план, в нем есть задачи как из моего личного плана, задачи, которые нигде в другом плане проекта не видны. Также здесь будут все другие проекты и продвижение, и все другое, где у меня стоят задачи. И это вот как бы является самой главной фичей Jira, что они здесь попадают автоматично. Мне не надо идти через 50 разных планов и смотреть, где у меня поставлена какая-то задача, копировать ссылки, делать линк на свой план и так далее и тому подобное. Вторая часть, или еще одна очень хорошая фича, это то, что Jira нам позволяет менять с помощью настроек, фильтров, как мы эти планы видим. Например, сейчас у меня стоит группировка по проекту. Я могу сделать группировку по исполнителю. Так, например, если мы после того, как задачи уже будут здесь перемигрированы, если мы идем в план дизайнеров, выбрав Group by Assignee, мы здесь будем видеть Вайдас Верикас, Миша Гуринович и так далее. И тогда уже открыв, мы будем видеть все эти задачи, которые, вот, как видно, сначала они закрыты под эпиком, и можем как бы этот список открывать. И все эти же задачи тоже видны здесь. Как видите, по этому key можно понять тоже, к какому проекту эти задачи поставлены. Например, вот здесь это мой личный, а вот эти задачи стоят в этом проекте учебный, и могу видеть там. Если кея нету, или кей в эпике не я стою как ответственный, эта отдельная задача будет показана как, без родителя. И так смешно называют Jira
эпиком они называют parent, а эти задачи поменьше они называют children. Вот здесь children have warnings. Язык здесь в некоторых местах очень такой оптимистический для меня и вдохновляющий. Так, первая часть, что мы можем менять, это view settings, группировка, там цветной колорит и так далее. Ну, закрыть даты, если уже они перестекли и так далее. Это одна часть. Другая часть – это фильтры. И с помощью фильтров мы можем отфильтровать то, что мы не хотим в этом именно сейчас видеть. И это очень полезно, супер полезно, особенно если мы хотим, например, посмотреть только те задачи, которые открыты или в исполнении. Можно выбирать по разным статусам отдельно или по группам статусов. Например, я отфильтрирую, чтобы мне не показывало всех законченных задач. Как видите, некоторые закрытые все равно показывают. Это из-за того, что у эпика стоит статус черновик, и он показывает все задачи, которые по нем есть, даже те, которые закрыты, но он вот их показывает серым, как бы неактивных. Если мы не хотим все-таки видеть этого и хотим видеть только задачи, к этому фильтру добавляем issue types и выбираем, что все-таки он показывал только tasks. И тогда эти вот эпики, они становятся серыми, а все задачи, которые по нашему определению видны, они здесь остаются. Ну и, например, выбираем, что все-таки только тех, которые уже в прогрессе показывают. И, опять же, как бы нам этот вид становится гораздо полегче, более удобно работать. Если мы все-таки не хотим фильтровать, нажимаем Clear All Filters, и, опять же, появляются все. То есть, если вы задачу не видите, может быть, это из-за фильтров, так, пожалуйста, проверяйте. Но когда уже привыкнете, это супер полезная вещь. Еще одна часть, которую вот хочу показать, это вот эти fields, в которых тоже можно менять, что вам оно показывает. Если вы хотите там больше календаря видеть, их можно всех вот так, они становятся почти невидными. Растягивая там вот приоритет, дата выполнения, до которой текущий статус, кто у нас здесь ответственен за это, руководитель, новый статус и там какие-то примечания. Все это можно либо менять местами, если вам полезно, этого хочется, я этого бы не рекомендовал. Но, например, вот я поставил себе estimate, это где я делаю, сколько мне часов на это понадобится. Например, вот эта работа, думаю, что она мне займет 40 часов. Да, и так же, как мы делали в наших личных планах на смарт-шите, вот эта оценка времени, так это называется, было бы плановые часы всего проекта. Даже если я знаю, что не будут длиться там, не знаю, 50-100 часов, я закладываю все 100 и потом покажу, как делать логинг и отсчет, сколько вы часов уже потратили, сколько вам осталось. Может быть, мне это не надо, я просто могу убрать estimates, и он
вся информация остается в бэкэнде, но просто здесь ее не будет показывать. Для себя я верну. Там можно добавить еще добавим дополнительные всякие филды. Опять же, я про них не хочу сильно много рассказывать. Может быть, уже когда начнем работать и будет достигнут уровень повыше понимания, тогда мы можем поговорить насчет этих деталей и как еще более удобно использовать жир. Очень важный столбец — это спринт, и про спринт я сделаю отдельное видео, потому что здесь как бы еще более подробно надо обсудить и рассказать. Принципиально, опять же, все удобно, можно много менять. Если вы сделали какое-то там что-то поменяли и не хотите это сохранять, помните, что перед сохранением можно отказаться или все-таки потом сохранить, принять то, что вы поменяли. Мы это примем и закроем. Так вот, так про разные типы проектов М и П и как работают фильтры и настройки вида.